Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня будем делать обратную аппликацию. Я вот на листочке А4, ну просто то, что подвернулось, хоть на газетке можно, нарисовала вот такую вот половинку сердца, потом сложила лист пополам, и у меня видно, да, что проглядывает там. Я просто хочу, чтобы мое сердце было, ну, симметричным. Я не художник, я только учусь, поэтому сердце делаю так, чтобы точно получилось. Беру, у меня вот две есть ткани. Одна вот такая плотненькая, она такая как бархатистая, мебельный образец это. Вот, а вторая такая тонюсенькая. Я все не знала, куда мне этот кусочек. Он такой прям вот, ну, совсем тоненький. Видно, что просвечивается. И я кладу этот кусочек тоненький, на него кладу свой мебельный образец. Я кладу светлой стороной, но там, в принципе, не важно. Просто я буду рисовать, чтобы не было видно. И на него кладу сердечко. И я приколю, потому что я буду обводить, ну, чтобы оно обвелось хорошо. И я беру маркер для пэтчворка, который смывается водой. И со своего шаблончика я перевожу рисунок сердечка на ткань. Девочки, не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне показалось одного сердечка мало, и я решила еще сделать два маленьких сердечка. 4 маленьких не стало, чтобы не было на карту похоже. Теперь скрепляем наши два слоя ткани булавочками и идем на машинку. И вот так вот прям по нарисованной линии строчим. Я на обычной лапке. Тут нет прям таких завитушек сильных, чтобы что-то сложное было. Сейчас пойду построчу. Нитки любые, в принципе, можно брать. Прострочила, булавочки сняла. Вот с этой стороны виднее, что я просто... Здесь я вот постянула, но это не важно. Я надеюсь, что это будет не важно. Как-то я так тут опростоволосилась. Ну ладно, что мы делаем дальше? А дальше мы берем ножницы и режем. Прям вот так. Мы прям вырезаем очень близко к нашей строчке. Я просто дырку проделала, чтобы мне удобнее было пролезть туда. Режем прямо насквозь обе ткани. Если вырезать как-то исхитриться и поаккуратнее, то получится два сердца целых. У меня два сердца разрезанных и разбитых. Прямо вот максимально близко к строчке срезаем. И то же самое с маленькими сердечками. И после того, как вырезали, делаем такие вот маленькие надсечки. Я прям вот треугольнички вырезаю по всему периметру нашего сердца. Прямо кончиками ножниц. В дальнейшем выяснилось, что и без насечек можно. После того, как мы все вырезали и сделали насечки, мы вот так вот берем и обрезаем. Режем только один слой верхний. Резали. А теперь вот эту нашу ткань вот сюда вот выворачиваем и вытаскиваем. И проглаживаем. Если бы вот та ткань была помягче, потоньше, оно бы дело получше шло. Но и так оно вытаскивается и проглаживается. Теперь взялась уже за большое сердечко. Первое уже сделано. И можно здесь сразу обрезать, вот просто чтобы пара сантиметров только оставалось. Подкладочный. Но можно и так. Теперь, в принципе, можно обрезать лишние вот эти. Но я оставляю так сантиметр по 2 на глазу. Просто, чтобы вот эти вот мои эти куски не мотылялись. Вот пока что у нас получилось. Теперь мы
берем. И вот у меня вот есть блог, я делала изба. Кстати, ссылочку оставлю, как шить. У меня на канале есть оно, это видео. И я прям вот так вот его пристраиваю. Сейчас посмотрю, чтобы здесь у меня самые краешки были закрыты. Вот так. И прикалываю там, где возможно. Там, где у меня уголки, чтобы он держался. Можно просто другого цвета, какую-нибудь нарядную ткань. Можно что угодно. Вот у меня, допустим, вот обрезки мебельных образцов. Тоже смотрите, как будет хорошо смотреться, если подложить снизу. Тоже симпатично будет. Но я решила вот использовать этот свой блок, потому что все равно его надо куда-то использовать. Вот как раз ему местечко. И иду на машинку. Пришивать буду вот такими вот ниточками. Я на Алиэкспресс заказывала разных цветов, у меня несколько катушек. Вот, но почему-то я вот эти, но может быть даже надо выбрать вот эти, потому что они посветлее, они будут видны. А вот эти вот, тут много темно-синего, и так как у меня там фон темно-синий, они будут сливаться. Наверное, я возьму вот эти все-таки вот разноцветные, чтобы они были видны. Вообще можно, конечно, пришить вручную. Но я сегодня хочу на машине. Я выставила на машинке стежок по инструкции, как у меня вот декоративные строчки. И даже у меня это стежки называется стрейч. Но я уже шила не стрейч. Я не знаю, почему он называется стрейч. У меня не стрейч. Девочки, если вам хочется поставить лайк, не сдерживайте себя. Пожалуйста, ставьте, не сомневайтесь. И комментарии, конечно, пишите обязательно. Смотрите, какая получилась красота. Мне очень нравится, если честно. Я сначала вот этими разноцветными, но они получились очень неярко так. И мне захотелось добавить немножечко красок. Ну, красной краски. И вот я вот красными нитками еще сделала такую же строчку, только в противоположном направлении. И поэтому получилось, что вот они смотрят друг на друга, эти строчки. Получилась такая заготовка. Можно шить, что хотите. Ну, сумку в этой технике или что угодно, что вам, хоть прихватку. Получается очень симпатично и несложно. И очень аккуратно. Если вот эта ткань, на которой вы делаете, потоньше, то получается прям вот вообще хорошо. Я за обратную аппликацию вообще-то в первый раз взялась. Я же тоже новичок. И мне нравится. И делать ее, вы сами увидели, совершенно несложно. Для тех, кто новички в пэтчворке, совершенно вот простой лоскутный блок. У меня изба и 2 кусочка ткани. Вот здесь вот ну, то, что на свой вкус выбирайте, то, что вам по цвету подходит или нравится. Вот. И без всяких, тут даже ручной работы, ну, в смысле ручного шитья никакого вручную не было. Все на машинке, все очень быстро, легко и понятно. Так что, новички, давайте, дерзайте. А я сделала еще одну аппликацию, и в следующем видео буду из своих заготовок шить сумку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк мне, хороший, большой. Подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии, я с удовольствием читаю. Спасибо, что досмотрели до конца.